Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Как правило, когда речь заходит о чем-то ценном в нашей жизни, многие называют здоровье, счастье детей, достаток и очень часто забывают о самом ценном, чем мы порой распоряжаемся так, будто это неисчерпаемый источник. Речь сегодня в нашей программе пойдет о времени. Представьте, что существует банк, который каждый день вносит на ваш счет кругленькую сумму $86 400, ни больше, ни меньше. Единственное условие выдачи вам денег, что если вы не использовали их в течение дня, то в конце дня весь остаток на счету сгорает. Как вы поступите? Естественно, каждый день вы будете снимать всю сумму целиком и тратить в свое удовольствие. Так, у каждого из нас есть этот счет, на котором ежедневно появляется круглая сумма в подарок. Каждое утро банк времени выдает нам ровно 86 400 секунд и с наступлением ночи уничтожает остаток, зачисляя в графу «Убытки». Если мы не использовали ежедневный депозит, то виноваты мы сами, потому что мы в ответе за то, чтобы каждая секунда нашего времени была потрачена во благо свое и близких нам людей. Время – это самое драгоценное наше достояние. А между тем мы часто живем так, будто впереди у нас огромный запас времени, будто вечность не на небе, а здесь, на земле. Может пройти целый день, оглянувшись на который, нечего будет вспомнить. А ведь каждая минута, из которой складывается наш день, дает нам возможность проявить свои способности. Каждый человек, с которым мы сталкиваемся, может нас научить чему-то, а мы, в свою очередь, можем проявить любовь к нему в эти минуты. В этот период нашей жизни, когда так много вокруг тревоги, я для себя завела дневник однострочных записей. Советую это сделать и вам. Каждый день записывайте что-то хорошее, что произошло с вами за этот день. Даже если вы сегодня запишете совершенно простые на первый взгляд вещи, что вы сегодня живы, вам есть во что одеться и есть чем накормить семью, это уже хорошая запись в вашем дневнике. Так, за год у вас появится книга из 365 строчек о хорошем и неупущенном времени. Один из классиков сказал: чтобы узнать цену года, спроси студента, который провалился на экзамене. Чтобы узнать цену месяца, спроси мать, родившую преждевременно. Чтобы узнать цену часа, спроси влюбленного, ждущего свою возлюбленную. Чтобы узнать цену минуты, спроси опоздавшего на поезд. И чтобы узнать цену 1 секунды, спроси серебряного медалиста Олимпийских игр. Цените свое время, не проводите его понапрасну. Каждая минута может стать решающей в вашей жизни. Удачи!